Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 интересных фактов, которые вас удивят. Из этого видео вы узнаете следующее. Зачем на этих ножах 16 века выгравированы ноты? Почему в Китае не принято приносить цветы хозяйке дома? Какие принципы, применяемые в современном детекторе лжи, использовали еще в древности? Почему в дикой природе 80% львят не доживают даже до 2 лет? Почему Джеймса Бонда, существуя он в реальной жизни, не взяли бы на работу в британской разведке? Какая продолжительность самого длинного тюремного срока за всю историю человечества? Кто и за что его получил? Какую головоломку, выпущенную в 1934 году, смогли решить только 3 человека? По какой причине многие персонажи анимационной студии Ханна-Барбара носили ошейники и галстуки? В каком году впервые за всю историю человечества численность городского населения сравнялась с численностью сельского? Почему спать с подушкой под коленями полезно? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. 1. Пингвинов по праву можно назвать подлыми, ведь они толкают друг друга в воду, чтобы проверить, нет ли поблизости хищников. 2. Картину Федора Решетникова «Опять двойка» знают, кажется, все, но мало кто видел другую картину, которая называется «Опять пятерка». Ее автор Николай Заболоцкий, написана в 1954 году. 3. Кьеракбалтен является самым опасным камнем в мире. Он расположен на высоте в 1084 метра над пропастью. Опасным его делает и тот факт, что каждый турист в Норвегии норовит пощекотать себе нервы, взобравшись на него. 4. Фисташка – это костянка. К этому же семейству относятся вишня, персик, абрикос и слива. Так что в каком-то смысле это фрукт, у которого удаляется плодовая часть. 5. Птица из Саккары в Египте. Была изготовлена в III-II веке до нашей эры. Вокруг этой фигурки рождается множество споров. Так египтолог Халиль Мессиха заявил, что эта маленькая фигура является крошечной копией настоящего летательного аппарата, который был придуман в Древнем Египте. Однако другой исследователь Мартин Грегори опровергает его слова, утверждая, что птица никогда не смогла бы летать, так как у нее отсутствует хвостовой стабилизатор. Согласно другим предположениям, фигурка может быть предметом культа бога сокола, бумерангом или игрушкой. 6. Антилия представляет собой один из самых изысканных и дорогих домов в мире. 27-этажный дом, принадлежащий бизнес-магнату Мукешу Амбани, оценивается в сумму от 1 до 2 миллиардов долларов. Архитекторы из Чикаго спроектировали конструкцию, способную выдержать сильные землетрясения. Один ее этаж имеет такую же высоту, как и двухэтажное здание. В Антилии есть собственные кафе-мороженое, мегахрам и кинотеатр на 50 человек. 7. На фото шлем древнегреческого воина, которому около 2500 лет. Археологи на юге Италии обнаружили головной убор вместе с глиняной посудой, фрагментами орудий и щитом рядом с вероятными остатками храма богини Афины. По их мнению, эти артефакты могут быть связаны с крупным морским сражением, изменившим баланс сил в Средиземноморье. 8. В 21 веке сербские археологи обнаружили множество интересных находок в древнем Виминациуме. Одними из самых интересных являются серебряные и золотые таблички с загадочными выгравированными символами.
Расшифровать их не удалось и по сей день. 9. Жительница Аргентины рассказала о необычном поздравлении студентов в этой стране. Стоит только человеку успешно сдать последний экзамен, как его родственники и друзья закидывают его едой, краской, маслом, пеной. В общем, почти всем, что попадется под руку. Все это делается, чтобы отпраздновать успешное окончание университета. 10. Кунстхаус Грац – музей современного искусства, который был открыт в 2003 году. Из-за необычного дизайна здания музей еще называют дружелюбным инопланетянином. 11. В 1941 году во время Второй мировой войны немецкий док по имени Джулиана была награждена медалью Голубого Креста за то, что потушила зажигательную бомбу, пописав на нее. 12. На фото чрезвычайно редкий набор ножей XVI века с выгравированными нотами. С помощью таких ножей времен Ренессанса гости могли немного попеть в конце трапезы. Текст песен был связан с благодарностью Богу за еду. 13. Эта игра «Мозаика. Изменчивые леди. Лондон. 1819 год». Каждый портрет разделен на 3 взаимозаменяемые части. Замена любой из этих частей создаст новое лицо. Всего 28 карточек. 14. Скалистая деревня Кандаван в Иране – пример рукотворных скальных жилищ, которые все еще обитаемы. 15. Эта ангиограмма показывает кисть мастера йо-йо. Постоянные тренировки в течение многих лет дают о себе знать. Указательный палец имеет гораздо меньше сосудистой ткани, чем другие пальцы из-за постоянного перетягивания веревкой. 16. Опал Контралус выглядит так, будто он содержит космическую туманность. Отличается от других драгоценных камней тем, что у него отсутствует кристаллическая структура. Вместо этого он состоит из шариков диоксида кремния, из-за чего свет преломляется через него странными и интересными способами. 17. Лошадей не тошнит. Их организм устроен таким образом, что подобное с ними вообще не происходит. 18. Древние греки придумали миф о циклопах тогда, когда нашли останки мамонтов и не поняли, кому принадлежат такие большие кости. 19. Лебеди для создания новой семьи формируют моногамные пары, которые редко распадаются. Они даже могут умереть из-за разбитого сердца, если один из партнеров погибнет. 20. Пинг-понг – это название компании, производящей товары для игры в теннис, а сама игра называется настольный теннис. 21. В Китае не принято приносить цветы хозяйке дома. Считается, что этим гости подчеркивают, этот дом настолько некрасивый, что они приносят украшения с собой. 22. Фламинго появляются на свет серыми, и только со временем их оперение приобретает привычный для нас розовый окрас. Все дело в рационе птиц. Он состоит из особых рачков и сине-зеленых водорослей, которые содержат натуральный розовый краситель каротиноид. Именно он и делает их перья столь яркими и привлекательными. 23. Гепарды не умеют рычать, а только мяукают, как домашние котята. 24. В 1920 году изобретатель Хьюго Гернсбек сконструировал шлем, чтобы избавиться от нежелательного шума и отвлекающих факторов, с которыми сталкиваются писатели. Устройство получило название изолятор, и его целью было повышение концентрации. 25. Глаза северных оленей зимой становятся синими. Такая адаптивная способность позволяет животным лучше видеть при слабом освещении. Любопытно, но у некоторых оленей глаза зимой могут становиться не только синими, но и зелеными. 26. В природе не существует самцов траурных гекконов. Это полностью женский вид, способный самовоспроизводиться без участия самцов.
Около 70 видов животных в мире продемонстрировали подобное поведение, среди них некоторые крабы и улитки. 27. В Бангладеш есть больше 100 школ, расположенных на лодках. У каждой есть доступ в интернет, библиотека, и школа работает на солнечных батареях. Ежегодные наводнения в Бангладеш могут нарушать учебный процесс для сотен и тысяч учеников. В некоторых областях в сезон дождей с июля по октябрь дороги становятся непроходимы, а вода в реках может подниматься до 4 метров. Поэтому возникла необходимость в лодочных школах. 28. У каждого человека свой индивидуальный отпечаток языка, как и отпечатки пальцев. Но не рассчитывайте, что когда вас приведут на допрос, у вас будут брать отпечаток языка. Это намного сложнее, чем отпечатать палец. Кстати, у коров аналогом отпечатков пальцев является отпечаток носа. 29. Скорость передачи нервных импульсов может достигать 402 км в час, что очень удобно, когда вам нужно принять решение в доли секунды. К примеру, отдернуть руку от горячего утюга. Все это обусловлено химическими сообщениями, путешествующими между нейронами в случае решения, или между нейронами и мышечными клетками в случае движения. 30. В декабре 1699 года Петр I издал указ о переходе на новое летоисчисление. Россия перешла на европейский календарь, и Новый год в стране начали встречать 1 января. По царскому указу полагалось украшать дома сосновыми или еловыми ветками, веселиться и поздравлять друг друга с наступлением Нового года. 31. Несмотря на то, что кошки у всех ассоциируются с молоком, у большинства из них непереносимость лактозы. Кстати, у нас есть отдельное видео о кошках, ссылку на которое вы сможете найти в описании к этому видео. 32. Начиная с 1993 года на территории Германии, Австрии и Франции было совершено 40 преступлений, в том числе 6 убийств, после которых на месте преступления или на теле жертвы находили образцы одного ДНК женщины. Предполагаемая убийца получила известность как фантом из Хейлбронна. Полиция не могла найти никаких зацепок, да и в преступлениях не было ничего общего, совершенно разные жертвы, места, сообщники. Только в 2009 году было установлено, что связи между всеми этими случаями действительно нет. Оказалось, что пробы ДНК брали ватными палочками, которые были изначально загрязнены ДНК их упаковщицы на австрийской фабрике. 33. Еще в древности разные народы использовали принципы, которые применяются в современном детекторе лжи для определения вины подозреваемого. Китайцы заставляли набрать в рот горсть риса и затем выплюнуть его. Арабы заставляли лизнуть нагретый клинок. Если рис был сухим или подозреваемый получал ожог от клинка, значит, перед этим у него пересыхало во рту, что свидетельствовало о виновности. 34. Среднестатистическая снежинка имеет диаметр 5 мм и весит порядка 0,04 грамма. Однако при благоприятных условиях снежные кристаллы могут сцепляться между собой в относительно устойчивые конструкции и образовывать снежные хлопья. Самая большая снежинка была в диаметре 38 сантиметров. Она сформировалась в городе Форт Кео, штат Монтана, в 1887 году. 35. Кражи в продуктовых магазинах уже давно стали нормой. Но на что чаще всего покушаются воришки по всему миру? Оказывается, что чаще всего их внимание привлекает сыр. 36. Если знакомиться в жизни с какими-либо правилами, то точно не с +3–8, поскольку оно относится к авиакатастрофам. Согласно проведенным исследованиям, 80% падений самолетов случается через 3 минуты после взлета и за 8 минут до посадки. Так что если вы пережили это время, шанс не разбиться весьма велик. 37.
Большинству людей известно, что пауки плетут паутину для ловли добычи и облегчения передвижения. Однако мостовой паук, или же Larynioids cloupeterius, использует ее в качестве слухового аппарата, улавливая через нее необходимые вибрации. 38. Собирательство кофе всегда считалось тяжелым трудом, ведь вся работа производится вручную. Самое интересное, что все это до сих пор делается руками. Один человек за день может собрать около 7 корзин общим весом в 700 килограммов. 39. Далеко не все любят подвозить голосующих у дороги людей. Тем более в автомобилях, принадлежащих различным государственным структурам. А вот на Кубе последние обязаны это делать, если внутри имеются свободные места. 40. Если вы смотрели сериал «Клан Сопрано», то наверняка заметили, насколько реалистично в нем изображена мафия. Обратили на это внимание и реальные мафиози, решившие, что за ними следят. Об этом стало известно благодаря телефонным разговорам, прослушанным ФБР. Члены мафии недоумевали, откуда сценаристы берут информацию, полагая, что в их рядах, возможно, немало так называемых кротов. 41. Пабло Эскобар – один из хитрейших преступников. Об этом можно судить по тому, как он отбывал тюремный срок. В 1991 году ему удалось договориться с руководством Колумбии, что его не экстрадируют в США, а взамен он сдастся и сядет на 5 лет. Эскобар сдержал обещание, правда, отбывал наказание в собственной тюрьме, где имелось футбольное поле, бар, джакузи и водопад. 42. Если вам уже глубоко за 30 и кажется, будто о свадьбе можно не думать, смело поезжайте в Ирландию. Именно в этой стране женятся позже всех остальных в мире. Средний возраст вступления в брак там составляет 35 лет. 43. Наверняка многие замечали во время сумерек темно-синюю полосу, виднеющуюся на горизонте. Так вот, это не что иное, как тень, отбрасываемая Землей на свою же атмосферу. 44. Судьба львят в дикой природе весьма незавидна, ведь 80% из них не доживают и до 2 лет. Всему виной жесткая конкуренция за пищу, а также нападения гиен и шакалов. Кроме того, львята могут погибнуть, если главное место в прайде займет другой самец, поскольку он, первым делом, убивает потомство своего предшественника. 45. В первой половине 20-го столетия «Алиса в стране чудес» находилась под запретом в Китае, так как руководство страны считало, что идея использования говорящих животных оскорбляет людей. 46. Акулы способны выворачивать наизнанку свой желудок через пасть, чтобы промыть, если они съедают что-то, что им не понравилось. 47. Многие люди, занимающиеся армрестлингом, мечтают о мощных и больших предплечьях. Правда, американцу Джеффу Дейбу для этого ничего не требуется, ведь он родился с аномально огромными руками. Обхват его предплечья составляет 49 сантиметров, а обручальное кольцо 38 размера. 48. Ошибочно полагать, что колени фламинго находятся на видимом сгибе лап. На самом деле это их пятки. Колени же птицы находятся под перьями и крыльями. 49. Далеко не все любят пить сок через трубочку, однако в случае со свежевыжатым апельсиновым соком без нее лучше не обходиться. Все из-за слишком высокого содержания кислот. Если пить его сразу большими глотками, то ваша зубная эмаль может быть моментально повреждена. 50. Лобные доли человеческого мозга отвечают за подавление неуместных мыслей, однако в старости они атрофируются. Именно этим объясняется тот факт, что люди в возрасте нередко не стесняются говорить неприятные вещи. 51. Во время летнего шторма не редкость слышать гром, но знаете ли вы, что гром может доноситься и в зимние месяцы?
Это редкое явление погоды, которое относится к метели, сопровождаемой как громом, так и молнией. Для того, чтобы произошла громовая погода, воздушный слой ближе к Земле должен быть теплее, чем слои выше, но все же достаточно холодным, чтобы создать снег. 52. Все мы видели, как в кино благодаря дефибриллятору человека возвращают к жизни. Однако важно, что на самом деле этот прибор не перезапускает остановившееся сердце. Наоборот, он останавливает работу сердечной мышцы, давая организму шанс самостоятельно восстановить нормальный ритм. 53. Оказывается, что музыкальная индустрия лишилась самого культового дуэта из-за принципиальности Фредди Меркьюри и странности Майкла Джексона. Артисты должны были записать дуэт, но лидер Queen был против, чтобы король поп-музыки притаскивал на студию свою ручную ламу. 54. Если вам не нравится, когда вас называют ленивым, попросите собеседника прибегнуть к фразе, используемой в XIX веке. Родился немного уставшим, именно так говорили о тех, кто любит полениться. 55. Около 1 миллиона деревьев на Земле выросли благодаря белкам, которые зарыли орехи в землю и забыли, где они это сделали. 56. Toyota начали бизнес со швейных машин. И делают их до сих пор. 57. Так выглядит литровая пластиковая бутылка перед подачей сжатого воздуха. 58. Масса крупнейшего из когда-либо найденных на Земле алмазов до обработки составляла 3106 карат. 59. В Дубае расположен один из самых больших аквариумов на планете, объем которого 10 миллионов литров. 60. В калифорнийском парке секвойи растут 3 самых высоких дерева на планете, больше 100 метров. Это высота 30-этажного дома. 61. Астрономическая зима на планете длится с момента зимнего солнцестояния до момента весеннего равноденствия, то есть в северном полушарии Земли с 22 декабря до 21 марта, в южном полушарии с 22 июня до 21 сентября. В разные годы на Земле эти астрономические моменты приходятся на разное время в пределах указанных суток. 62. Первая электрическая гирлянда появилась в XIX веке благодаря телеграфисту Ральфу Моррису. Он развесил на елке маленькие сигнальные лампочки, использовавшиеся на телефонных пультах. 63. Несмотря на то, что «Бэмби» – это детский мультфильм, журнал Time включил его в список 25 лучших фильмов ужасов всех времен. 64. Если сегодня люди не любят унылые фотографии, то в XIX веке нужно было на них сохранять серьезное лицо. Все потому, что улыбка приравнивалась к ухмылке и ассоциировалась только с представителями низшего класса, вроде юродивых и пьяниц. 65. До 1843 года в соборе Святого Павла во Франции была размещена скульптура Люцифера. Однако после критики общественности ее пришлось убрать. Все дело в том, что статуя оказалась настолько красивой, что молодые девушки частенько отвлекались на нее от проповедей. 66. Кто только не подвергался преследованиям нацистов, однако далеко не каждому удавалось от них избавиться. Например, ученому Вернеру Гейзенбергу это удалось весьма неординарным способом. Дело в том, что его мать поговорила с мамой Генриха Гиммлера, попросив, чтобы ее сын отстал. На удивление, это сработало. 67. Несмотря на то, что персонаж Джеймс Бонд – чисто английский персонаж, глава британской разведки заявил, что существуя он в реальной жизни, его бы не взяли на работу. По его мнению, Бонд не наделен эмоциональным интеллектом, уважением к закону и способностями к командной работе. 68. Довольно часто люди врут, что любят читать.
Но какую же книгу чаще всего приписывают к прочитанным? Согласно проведенному исследованию, это произведение Джорджа Оруэлла «1984». 69. Во время солнечных затмений листья деревьев действуют как камеры обскура, в результате чего деревья отбрасывают на Землю тени в форме полумесяца. Этот эффект озадачил Аристотеля в IV веке до нашей эры. 70. Во время Второй мировой войны Эрнест Хемингуэй использовал свою рыбацкую лодку, названную в честь бывшей жены Пилар, для охоты на немецкие подводные лодки в Карибском бассейне, вооруженный только пулеметами Томпсон и ручными гранатами. Правительство США предоставило ему неограниченное количество бензина. 71. Серотонин, нейромедиатор, отвечающий за счастье, может быть токсичным. При попадании на кожу вызывает сильную боль и является основным ингредиентом яда осы. 72. Планы государственных похорон Уинстона Черчилля приходилось пересматривать несколько раз, потому что Черчилль пережил нескольких предполагаемых носильщиков своего гроба. 73. Неандертальцы, которые традиционно считались чрезвычайно примитивными людьми, теперь считаются чрезвычайно умными, даже сравнимыми по интеллекту с современными людьми. Они использовали инструменты, имели социальные структуры, процветали во враждебной среде и имели относительно большую продолжительность жизни. 74. Когда ваша иммунная система борется с инфекцией, она увеличивает скорость мутаций во время выработки антител в 1 000 000 раз, а затем заставляет их конкурировать друг с другом. Этот процесс естественного отбора создает высокоспецифичные антитела к вирусу. 75. Родителей создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга звали Гомер и Мардж. У него также были сестры Лиза, Мэгги и Патти. 76. Шафран, самая дорогая по весу специя в мире, выращивается людьми не менее 3500 лет, и в дикой природе нет известных растений шафрана. Ученые до сих пор расходятся во мнениях относительно того, из какой части света произошло это растение. Чтобы приготовить 1 килограмм шафрана, нужно 150 тысяч цветков. 77. Япония сжигает часть своего мусора и использует полученный пепел для мелиорации земель. По состоянию на 2012 год в Японии с помощью этого метода было создано более 250 квадратных километров новых земель. 78. В водяных испарениях и облаках над дождевыми тропическими лесами Амазонии больше воды, чем в реке Амазонке. 79. В Скандинавии электрифицированная железная дорога Кируна-Нарвик доставляет железную руду по крутому маршруту. Спускаясь вниз, поезда вырабатывают большое количество электроэнергии за счет рекуперативного торможения, которого достаточно для питания пустых поездов по пути и перекачки избыточной энергии в сеть. 80. Население Рио-де-Жанейро было настолько недовольно своими политиками во время выборов 1988 года, что более 400 тысяч голосов избирателей получила обезьяна из зоопарка. 81. Автомобиль Ford Model T, о котором Генри Форд сказал, любой покупатель может заказать машину любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным, был окрашен в черный цвет, потому что это было дешевле. Черная краска высыхала быстрее, что ускоряло производственный процесс и сделало возможным создать конвейерное автомобильное производство. 82. Японцы могут превратить скучные и повседневные вещи в красоту. В стране насчитывается более 6000 канализационных люков, которые выполнены как произведение искусства. У разных муниципалитетов есть свои уникальные проекты и дизайны люков. 83. Любители кошек часто наблюдают за вилянием хвоста своего питомца.
Кажется, что это связано с раздражением животного или его возбужденностью. На самом деле кошка виляет хвостом в том случае, когда не может сделать выбор. 84. Исходя из геометрии, пирамида имеет 4 грани, но пирамида Хеопса на то и великая, что отличается, имея 8 граней. Они выгнуты по центру, из-за чего каждая из якобы 4 граней делится еще на 2. 85. Протяженность полок с книгами Папы Римского в Ватикане около 90 километров. 86. Если смотреть с Земли, то кажется, что Солнце желтого цвета, но если бы вы могли увидеть Солнце из космоса, то оно имело бы белый цвет. Солнечный свет рассеивается земной атмосферой, а точнее молекулами газов в воздухе, поэтому он кажется желтым. С Венеры Солнце увидеть нельзя, так как атмосфера этой планеты очень плотная. 87. Дочери президента Джона Кеннеди подарили щенка от первой собаки, побывавшей в космосе. Подарок был сделан в порядке налаживания отношений между Кеннеди и Хрущевым. Этот щенок умудрился искусать все семейство Кеннеди. 88. В реках Тасмании обитают крупнейшие пресноводные раки в мире Эстекопсис голди. В прошлом раки этого вида достигали более 80 сантиметров в длину и весили более 5 килограммов. 89. Оказывается, не только человеку свойственно глупое поведение в состоянии опьянения. Нечто подобное ученые обнаружили и у рыб. Только на обитателей океана разлагающий действует не спирт, а углекислый газ. У них нарушается координация и исчезает чувство опасности, как говорят в таких случаях, им море по колено. 90. После окончания Второй мировой войны, когда Англия по вполне понятным причинам жила в режиме жесткой экономии, Черчилль направил письмо британскому министру пищевой промышленности, в котором приказал ни в коем случае не уменьшать объемы ячменя, направляемые на производство его любимого напитка. 91. Запрещенные цвета – это цвета, которые человек не может увидеть, так как они состоят из двух оттенков, которые компенсируют друг друга в человеческих глазах. Мы не можем не только их увидеть, но и даже представить. Красно-зеленый цвет – цвет с оттенками красного и зеленого. Желто-синий – желтый и синий одновременно. 92. Собаки одомашнены уже 14 тысяч лет, кошки – на 7 тысяч лет позднее. Собаки произошли от волков, которые заходили на территории проживания людей, кошки произошли сами от себя. Считается, что как вид они стабилизировались 12 миллионов лет назад. 93. Выдры носят с собой любимый камень, который они используют для того, чтобы открывать раковины моллюсков. 94. В печени белого медведя слишком большое содержание витамина А, настолько большое, что для организма человека это будет передозировкой. 95. Самый длинный тюремный срок за всю историю человечества составляет 384 912 лет. Такой срок получил 22-летний почтальон, которого обвинили в мошенничестве за его преступление. Он не доставил 42 768 писем. 96. Дейтерий – один из ингредиентов ядерного синтеза. Легко найти в морской воде и рассматривать как потенциальное топливо для термоядерного реактора. Около 4 литров морской воды может производить столько же энергии, сколько около 1100 литров бензина. 97. Розового цвета не существует. То, что мы его видим, большая научная загадка. Этот цвет представляет собой комбинацию красного и фиолетового, двух противоположных спектров радуги, а такое смешение в природе невозможно. На самом деле определенные длины волн, отражаясь, преобразуются в нашем мозгу в розовый. 98.
Обручальные кольца были объявлены обязательными для брака Папой Римским Николаем I в 860 году нашей эры. 99. Все золото, которое было добыто в мировой истории, можно сжать в 16-метровый куб. 100. Самым дорогим ювелирным изделием, созданным для кино, стало колье героини Николь Кидман для фильма «Мулен Руж». Его цена составила $1 миллион. 101. Заботиться о малыше – непростая задача для кита, чей детеныш достигает 1/3 длины матери. Ее молоко имеет 50% жирность, что примерно в 10 раз больше, чем человеческое. Это позволяет детенышу быстро набирать вес. 102. Бобры становятся практически затворниками во время зимы, живя за счет заготовленной еды или жира в своих хвостах. Они сохраняют энергию, избегая холода, оставаясь в своих норах. В результате у этих грызунов нет светового ориентира. Биологические часы бобра сдвигаются, и в сутках для них появляется еще 5 часов. 103. В Лондоне есть работающий с 1918 года магазин, в котором, как уверяют хозяева заведения, вам могут продать соль из человеческих слез. В ассортименте представлена соль из слез, вызванных злостью, резкой лука, чиханием, смехом и горем. 104. Хронофобия – это невротический страх движения времени. Чаще всего встречается у заключенных, приговоренных к длительным срокам. 105. Горилла происходит от греческого слова, означающего племя волосатых женщин. 106. Помехи на неработающих телеканалах создает так называемое реликтовое излучение от Большого взрыва. Вы в буквальном смысле видите остаточный эффект от создания нашей Вселенной. 107. Письменный язык независимо друг от друга изобрели египтяне, шумеры, китайцы и майя. 108. Если из атомов, которые составляют всех людей на Земле, удалить пустоты, то все человечество целиком сжалось бы до размеров яблока. 109. Мед никогда не портится. Даже если этому продукту 3000 лет, он вполне съедобен. 110. Во всем мире металлические входные двери подразделяются на 13 классов безопасности. И если двери 6-7 класса безопасности встречаются повсеместно в банковских хранилищах, то дверная стальная система 13 класса безопасности есть только в Форт Нокс, хранилище золотых запасов США. Стальное изделие, которое надежно охраняет золотой запас Соединенных Штатов Америки, весит 22 тонны и имеет толщину 1 метр. Она изготовлена из 7 слоев стали, а варили ее по секретной технологии. 111. В трактатах античных философов Плиния, Аристотеля, Геродота дельфинам приписывается нравственная природа, дружба и умение сострадать. Как показали современные исследования, они были правы. 112. Веселый Роджер, флаг с человеческими костями на черном фоне, прочно ассоциируется с разбойничьим судном. Принято считать, что пираты ходили под ним постоянно, но это неправда. Это был сигнал, предупреждающий о том, что на корабле эпидемия. Будучи вне закона, пираты прятались и маскировали свои корабли, вывешивая флаги разных стран. Например, атакуя испанцев, грабители поднимали английский флаг, так как в то время Испания и Англия находились в состоянии войны. 113. Остракон – обломок керамики, на котором в Древней Греции писали имена людей, подлежащих изгнанию. Отсюда понятие «подвергнуть остракизму». 114. Во время Великого Лондонского смога 1952 года незрячие люди помогали зрячим добраться до дома. 115. Военная академия РВСН в СССР разработала в 1984 году экспериментальный образец несмертельного оружия – лазерный пистолет для космонавтов.
116. В недрах Земли хранится около квадриллиона тонн алмазов. 117. Джон Шепард Барон – изобретатель банкоматов. Изначально он планировал оснащать свои устройства шестизначным пин-кодом, но любимая супруга изобретателя могла запомнить только четырехзначные значения. 118. Обувь на высоком каблуке была придумана для мужчин, ею пользовались персидские кавалеристы. В туфлях такой конструкции ногам было удобнее держаться в стременах. 119. Толстые лори – уникальные приматы. Это единственный род ядовитых приматов, причем их яд способен убить даже человека. 120. Оказалось, что самым распространенным цветом во Вселенной является вовсе не синий, а бежевый. Астрономы назвали этот оттенок космический латте. 121. Пусть пингвины не умеют летать, зато они прекрасно прыгают. Некоторые виды способны подпрыгивать на высоту до 155 сантиметров. 122. Кафедральный собор в Нью-Йорке украшает голова Дарта Вейдера из «Звездных войн». 123. Во время полного солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным, закрывая его практически полностью. Такой эффект обусловлен удивительным совпадением. Диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны. Но и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше, поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Данное соотношение размеров и расстояний уникально для всех планет Солнечной системы и всех известных их спутников. Причем это совпадение пришлось именно на наше время, ведь Луна постепенно удаляется от Земли, и спустя миллионы лет полное солнечное затмение уже нельзя будет увидеть. 124. До изобретения радара обнаружением приближающихся самолетов противника занимались специальные слухачи. Их оборудование варьировалось в разных армиях, но принцип был один – большие микрофоны, позицию которых в пространстве можно было настраивать, передавали звук в уши оператора. Другими словами, определение положения воздушных объектов велось с помощью огромных стетоскопов. 125. В 1934 году Эдвард Поуис Мэттерс опубликовал детективный роман «Челюсть Каина». Книга представляла собой головоломку. Чтобы решить ее, читатели должны были определить правильный порядок страниц, а также имена 6 убийц и 6 жертв. Тайну раскрыли только 3 человека. 126. Подростки подвергаются большему риску не только из-за неразвитой лобной коры головного мозга, но и из-за более высокого дофаминового ответа на новые виды деятельности. 127. За несколько дней до смертоносного извержения горы Пеле в 1902 году город Сен-Пьер, остров Мартиника, подвергся нападению гигантских многоножек и гадюк, унесших жизни 50 человек. 128. 2/3 населения Аргентины имеют итальянское происхождение. Они бежали в Аргентину ради экономических возможностей и спасения от разрушительных войн. Это единственная страна, кроме Италии, с преобладанием итальянского населения. 129. Самый успешный хищник в Африке – африканская дикая собака. Если стая нацелена на добычу, шанс успеха составляет 85%. 130. 18-летняя богатая светская львица Джиневра Кинг, влюбленная в Скотта Фицджеральда, написала и отправила ему рассказ. По сюжету главная героиня оказывается в ловушке брака без любви с богатым мужчиной, но все еще тоскует по бывшему любовнику из ее прошлого. 7 лет спустя эта история стала наброском для романа «Великий Гэтсби». 131. Эдикт Салерно. В 1231 году, заметив стремительный рост цен на лекарства, император Священной Римской империи и король Сицилии Фридрих II запретил врачам выполнять функции фармацевтов.
Своим указом он также установил фиксированные цены на определенные лекарства. 132. В 1992 году 6 посетителей выставки динозавров в зоопарке Мемфиса потребовали возмещения, обнаружив, что на ней нет живых динозавров. 133. Причина, по которой многие персонажи анимационной студии Ханна-Барбара носили ошейники и галстуки, заключалась в необходимости экономить средства. Разделение головы и тела позволяет телу оставаться статичным, пока голова анимирована. В результате для 7-минутного мультфильма требовалось всего около 2000 рисунков вместо обычных 14 тысяч. 134. Артур Стилвелл, молодой предприниматель из Канзас-Сити, построил 5000 километров железной дороги, основал более 40 городов и разработал способ перевозки живых устриц поездом. И все потому, что ему об этом говорили голоса в его голове. 135. Астронавт Брюс Маккендлес парил в космосе, совершенно не привязанный ни к чему, на расстоянии 100 метров от шаттла в 1984 году, имея только реактивный ранец с азотом. 136. В 1999 году Microsoft захотела домен windows2000.com, но он принадлежал парню по имени Боб. К счастью, Microsoft оказался владельцем домена bob.com. Они совершили взаимовыгодный обмен. 137. В 1950-х годах один исследователь проектировал сиденье армейского самолета для среднестатистического пилота, основываясь на измерениях тысяч летчиков, только чтобы обнаружить, что полученное им теоретическое среднее не подходит ни для одного из них. Полученные данные привели к созданию регулируемых сидений, ножных педалей, ремней для шлема и летных костюмов. 138. Пикассо родился, когда еще был жив Чарльз Дарвин, и умер, когда уже появился на свет Эминем. 139. Поскольку статуя свободы сделана из меди, раньше она была цвета обычной монеты. Из-за окисления в 1922 году она стала полностью зеленой. 140. Стоунхендж был туристической достопримечательностью еще для древних римлян. 141. Выходя на пенсию после 35 лет работы в компании Крейла и после того, как он сделал 1,4 миллиарда цветных мелков, один из лучших сотрудников Эмерсон Мозер признал, что он дальтоник и не может различать многие цвета. 142. У женщин голос устает меньше, чем у мужчин. Усталость голоса – это временное негативное ощущение в горле и ухудшение качества голоса после продолжительного его использования. Ученые из Тайваня установили, что длительное использование голосового аппарата приводит к снижению снабжения голосовых связок кислородом и их гипоксии. Усталый голос звучит грубее и ниже. У мужчин гипоксия сохраняется дольше, чем у женщин. Их голосовые связки быстрее обогащаются кислородом, и женщина может с новой силой общаться, в то время как мужчины еще, так сказать, прочищают горло. 143. Лосось, выведенный в неволе эпигенетически, отличается от выросшего в дикой природе. У искусственных лососей снижена активность генов, отвечающих за адаптацию к океанической воде и правильное функционирование мускулатуры. Они также быстрее устают и хуже спасаются от хищников. Сниженная приспособленность выращенных в неволе рыб – серьезная проблема для работ по восстановлению природных популяций лосося. 144. Муравьи и птицы дополняют друг друга в деле уничтожения вредителей, они разделяют гусениц по признаку. Птицы едят преимущественно крупных и специализируются на полифагах, гусеницах, питающихся двумя или более видами растений. Муравьи же выбирают в жертву, во-первых, гусениц меньшего размера, а во-вторых, среди них больше монофагов, встречающихся на растениях единственного вида. 145.
Ученые установили, что шимпанзе не только предупреждают сородичей об опасности, к примеру, змее, при помощи звуковых сигналов поз и взглядов, но и учитывают при этом степень информированности особи, которой адресован сигнал. Если кто-то из сородичей отвлекся и не увидел сигнал тревоги, шимпанзе обратятся к ним индивидуально. Не все люди так поступают в случае опасности, а жаль. 146. Гусеницы предпочитают сменить растение, которое начало активную борьбу против них, нежели вырабатывать механизмы преодоления защитных механизмов растения. 147. Генетики утверждают, что каждый новорожденный получает в среднем 70 новых мутаций, которых не было у родителей, из которых 80% приносит сперматозоид и только 20% – яйцеклетка. Каждый год отца прибавляет его потомству в среднем 1,5 мутации. Возраст матери тоже влияет на число мутаций у потомства, но не так сильно. Каждый год жизни матери обходится потомству в 0,37 дополнительных мутаций. 148. Самцы зебровых амадин поют одну и ту же песню и при привлечении самки, и при общении со стаей. Как же самке удается понять, что сказал ее самец, если ее окружает хор одинаковых песен? Дело в том, что она слушает только своего самца и никого более. 149. Вопреки распространенному заблуждению, Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин, портреты которых изображены на лицевой стороне купюр в 10 и 100 долларов, соответственно, не были президентами США. 150. У снятого в 1927 году по мотивам Анны Карениной фильма «Любовь» с Гретой Гарбо в главной роли существует два разных финала для европейского и для американского кинопроката. 151. Вороны любят щипать других животных за хвост. Считается, что таким образом они отвлекают животных от еды, чтобы украсть ее. Но некоторые ученые считают, что вороны делают это просто потому, что им это нравится. 152. В 2013 году во время прокладки кабеля в Антакье, в древности Антиохии, Турция, была найдена древняя мозаика с изображением скелета. Он лежал рядом с хлебом и вином, а надпись гласила «Будь счастлив и живи своей жизнью». 153. Каждый год в Непале отмечают Кукур-Тихар, на котором люди благодарят собак за их верность и дружбу. Во время фестиваля собак купают и украшают лоб тикой, которая готовится из порошка кум-кум, абира или гулала с рисом и йогуртом. На их шеи надевают цветочные гирлянды и предлагают угощения, включая мясо, молоко, яйца и собачий корм. Фестиваль проходит в октябре-ноябре. 154. Сергей Крикалев отправился в космос как гражданин СССР, а вернулся на Землю как гражданин России. Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» 18 мая 1991 года, а вернулся в Россию в марте 1992 в скафандре с красной нашивкой «СССР», хотя никакого СССР уже не существовало. А Ленинград, в котором родился космонавт, стал Санкт-Петербургом. Полет занял вдвое больше времени, чем первоначально планировалось. Он провел в космосе 311 дней или 10 месяцев и случайно установил мировой рекорд. 155. Ученые доказали, что иммунная система человека стимулируется, даже если он просто рассматривает фотографии больных людей. Просмотр фотографий больных людей с разными симптомами вызывает иммунный ответ на угрозу на 23%. Эксперты полагают, что такая реакция могла возникнуть в ходе эволюции как один из механизмов защиты от болезней. 156. Бессмертная медуза Туритопсис донни может возвращаться в стадию полипа и проживать жизненный цикл заново. 157. Только в 2009 году, впервые за всю историю человечества, численность городского населения сравнялась с численностью сельского.
Всю предыдущую историю аграриев было намного больше. 158. Больше 100 тысяч лет понадобилось человечеству, чтобы достичь численности в 2 миллиарда, и всего 40 лет, чтобы после удвоить это число. 159. Чтобы дойти из Африки до Аляски древним людям потребовалось 80 тысяч лет. А на то, чтобы расселиться потом по обоим американским континентам, всего 2000 лет. 160. В 1957 году Элвиса Пресли призвали в армию США. Несмотря на то, что тысячи поклонников Пресли умоляли его пощадить, Элвис все же отправился служить. Поступок получил широкое одобрение, поскольку Пресли был образцом для подражания для всех молодых американцев. Пресли в принципе обладал огромным влиянием, когда на телевидении показали, как военный врач делает ему прививку от полиомиелита. Уровень вакцинации увеличился с 2 до 85% к 1960 году, когда Пресли вернулся со службы. 161. Пёрт, Австралия, является самым изолированным городом на планете. Расстояние до ближайшего города составляет 200 миль через непреодолимую пустыню. 162. Течение Амазонки настолько сильное, что даже на расстоянии около 100 миль от устья реки можно искупаться в пресной воде. 163. На данный момент в мире осталось 22% от всех лесных ресурсов. Западная Европа потеряла 98%, Азия – 92%, Океания – 78%, Северная Америка – 66%, а Южная Америка – 54%. Порядка 45% всех тропических лесов, покрывавших территорию в 1,4 миллиарда гектаров, исчезли за последние пару десятилетий. 164. Согласно книге рекордов Гиннесса, самый широкий в мире мост – Харбор-Бридж, Сидней. Он может совмещать 16 рядов машин, 8 на верхнем уровне и 8 на нижнем. Его ширина составляет 49 метров. Кроме того, это 5-й по длине подвесной мост арочного типа, а также самый высокий мост из стали 134 метра от уровня моря. 165. Первой стюардессой на борту самолета стала американка Эллен Чорч. Девушка была по образованию медсестрой и имела лицензию на управление самолетом. Когда в 1930 году она подала заявление о приеме на работу в авиакомпанию Boeing Air Transit, там с радостью откликнулись. Девушка, кроме прямых обязанностей, заправляла баки топливом, носила багаж, заводила часы в кабине пилота, била мух и так далее. До этого 2 года в самолетах работали только мужчины-бортпроводники, стюарды, причем только на немецких самолетах. 166. В большинстве пассажирских самолетов западных авиакомпаний отсутствует 13-й ряд. 167. Комаров привлекает запах человека, только что съевшего банан. 168. Люди никогда не смогут в полной мере испытать настоящее, поэтому мы живем всегда в прошлом. Каждое человеческое существо живет опаздывая по крайней мере на 80 миллисекунд от настоящего. Ученый Дэвид Иглман считает, что наше сознание отстает от реальных событий и что когда вы осознаете, что какое-то событие произошло, на самом деле оно произошло несколько раньше, просто ваш мозг создает сплоченную картину мира. Мы просто не успеваем за настоящим. 169. В Древней Греции и Древнем Риме храмы и статуи не были белоснежными, наоборот. Их раскрашивали в яркие цвета. Храм Парфенон немного напоминал Диснейленд. То же касается и европейских церквей. Статуи тоже были полихромными. Те, что снаружи, сегодня отмыты до бела, но некоторые из тех, что хранились внутри, имеют остатки пигментов. По сегодняшним стандартам это считалось бы безвкусицей. 170.
У вас гораздо больше 5 чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Например, чувство равновесия и термоцепция – всего несколько из множества чувств, которые не включают в основную пятерку. 171. Ушная сера обладает антимикробными свойствами, предотвращая скопление в ушах грибка и бактерий. 172. Человеческий палец способен ощутить предмет толщиной всего 13 нанометров. Если бы ваш палец был размером с Землю, вы бы почувствовали разницу между домом и автомобилем. 173. Когда-то римским императором Калигулой была объявлена война Посейдону. Были и военные действия. Пришедшие по его приказу на берег моря воины бросали свои копья в воду. 174. Парк городка Волдвин в Калифорнии имеет официальный запрет для велосипедистов заезжать в бассейн. 175. Стив Уин, владеющий казино в Лас-Вегасе, в 2006 году удачно договорился о продаже полотна работы Пикассо «Сон». На радостях, оступившись, Стив локтем ударил по картине, прорвав в ней дыру. Сделка сорвалась. 176. В 1983 году Ленинградское оптико-механическое объединение выпустило малоформатный фотоаппарат Loma Compact Автомат, оснащенный автоматическим электронным затвором диафрагмой. Он был довольно прост в использовании, однако экспонометр не всегда срабатывал корректно. Кадры нередко получались в неестественных цветах и с заметным виньетированием. Однако эти недостатки сыграли ключевую роль в зарождении особого жанра фотографии – ломографии, основанном двумя австрийскими студентами, которые привезли эти камеры из туристической поездки. Основной принцип ломографии – фиксирование жизни с необычных ракурсов такой, какая она есть, не обращая особого внимания на качество снимков. Энтузиасты наладили выпуск Loma Compact автоматов и других специально разработанных для ломографии камер за рубежом, производят фотопленку и регулярно организуют фотовыставки. 177. Исследования черного квадрата Малевича с помощью микроскопа и рентгена выявили, что под ним спрятаны сразу две более ранние работы. Написанные цветными красками, одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая – к протосупрематическому. Также под слоем краски обнаружена сделанная Малевичем надпись «Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно черному шуточному полотну Альфонса Алли, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствует о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами. 178. Художник венгерского происхождения Элмир де Хари прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав карьеру с имитации работ Пикассо, де Хари за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как де Хари не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хари. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне, однако эксперт по работам де Хари смог распознать факт двойной фальсификации. 179. В прошлом женщины всегда носили длинные волосы, но Жанна Дарк пошла против общественного мнения и коротко подстриглась, и надела мужскую одежду. Этот факт в результате вошел в 12 обвинительных пунктов Инквизиции. Согласно историческим данным, Жанна слышала голоса святых в голове, и они ей говорили, что ей нужно делать. Почти 500 лет спустя прическа Орлеанской девы вдохновила польского парикмахера на создание самой популярной женской прически короткого боба. 180. У Эйнштейна были проблемы с развитием речи. Он произнес свое первое слово только в возрасте 4 лет.
Родители всерьез опасались, что ребенок родился умственно отсталым. После смерти Эйнштейна патологоанатом, делавший вскрытие, украл его мозг. Правда, позднее он все-таки получил разрешение от сына Эйнштейна, но его все равно уволили из Принстона. 181. Король умер. Да здравствует король! Эта фраза традиционна при коронации королей Франции, Англии и была переведена с французского. Первый раз была произнесена на коронации Чарльза VII в 1422 году, после смерти его отца Чарльза VI. В то время французский язык был первичным языком аристократов в Англии, и девиз означал «Трон никогда не будет пуст». Страна никогда не должна быть без монарха. 182. Эксперты доказали, что спать с подушкой под коленями полезно. Это перераспределяет давление и способствует нормализации кровотока в ногах. 183. Первые жвачки делали из березового дегтя и других натуральных веществ. Один такой кусочек жевательной резинки каменного века обнаружили в Дании, ему 5700 лет. 184. Если побрить тигра, полоски будут и на его коже из-за оставшихся волосяных фолликул. 185. Сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» летал быстрее пули. Если он вылетал из Лондона в сторону Нью-Йорка вечером, при достижении крейсерской скорости 2300 км в час пассажирам в самолете казалось, что Солнце снова начинает восходить. 186. Прометий – редкий радиоактивный химический элемент. В земной коре содержится всего около 500–600 граммов прометия. 187. Так выглядит солнечное затмение из космоса. 188. Ни для кого не секрет, что громкий продолжительный ор может привести к срыву голоса. Однако то же самое с вами может случиться, если долго шептать. 189. По мнению ученых, музыка способствует достижению счастья. Она активизирует ту зону мозга, которая вырабатывает так называемый гормон счастья – дофамин. 190. Этакус атлас – самая большая ночная бабочка. Размах ее крыльев достигает 30 сантиметров. 191. На этом фото Красное озеро Натрон, где вода имеет необычайно высокий показатель pH 10, похожий на чистый аммиак, а температура в озере под солнцем достигает 50 градусов. 192. Кигомпа – тибетский буддийский монастырь, расположенный на вершине холма на высоте 4166 метров над уровнем моря. 193. На фото перстень императрицы Марии Федоровны, подаренный Екатериной II по случаю бракосочетания с Павлом I, 1776 год. 194. На фото незаконченный мемориал неистового коня Южная Дакота, США, посвящен индейскому вождю племени Оглала неистовому коню. Лицо вождя, высеченное на скале, на 10 метров превышает размер барельефа президентов на горе Рашмор. 195. Замок Химэдзи, замок Белой Цапли, один из древнейших сохранившихся японских замков, был построен в XIV веке. 196. Так выглядел показ мод на пшеничном поле с социальным дистанцированием. 197. Печенье с предсказанием изобрели не в Китае, а в Сан-Франциско, США. 198. На фото золотой лист короны, использованный для коронации Наполеона I, единственный оставшийся в мире, 1804 год. 199. Во всех иглах рыбы-крылатка зебра содержится высокотоксичный яд, поэтому к ней лучше не приближаться ни при каких обстоятельствах. 200. В компании Генри Форда существовала традиция нанимать сотрудников независимо от состояния их здоровья.
Так, в 1917 году на него работало около 6000 человек с ограниченными возможностями. На этом я бы хотел закончить это видео с 200 интересными фактами, которые вас удивят. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Недоброжелатели говорили Колумбу, что открыть Америку не так уж и сложно. Мореплаватель поступил следующим образом: он попросил своих врагов взять яйцо и поставить его вертикально. Никто не смог этого сделать. Затем Христофор сделал это сам, расплющив кончик яйца о стол, и сказал: «Это было так же просто, как открыть Америку». Вот такими у нас получились 200 интересных фактов, которые вас удивят. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.